У меня мама достаточно близко от детского сада работала, и примерно 5-15 вечера она за мной приходила, а зимой темнеет рано, и мне часто казалось, что ну вот же уже наступил вечер, уже так поздно, наверное, мама за мной не придет, все пропало. Вообще, Москва моего детства — это, конечно, не настолько комфортный город, не настолько стремительный город, более опасный или более наполненный какими-то ожиданиями потенциальных угроз на улице. Ну, я бы не сказал мрачный город. Я не ощущал в детстве чего-то прям мрачного или какой-то прям такой реальной опасности. Старые вот эти сине-зеленые составы метро, старые станции, переходы подземные с огромным количеством палаток со всякой всячиной. Больше всего мне там запоминались, конечно, палатки с аудиокассетами, которые я там покупал. Ну вот какие-то такие воспоминания без чего-то экстраординарного. Плохого в жизни можно найти и в своей, и в чужой, без особых усилий. Поэтому лучше смотреть на хорошее, думать о хорошем и стараться делать что-то хорошее. Многие вещи, которые вокруг нас происходят, лично я на них повлиять никак не могу. Хочется мыслить об окружающем нас мире не о том, что это какое-то ужасное место, о том, сколько здесь всего еще можно сделать, сколько всего можно узнать, открыть, придумать и сделать чего-то созидательного. Не просто себе там в норку пищи собрать и каких-то материальных ценностей, которые как будто бы тебя сделают счастливым. Когда ты вот что-то там себе в норку собрал, ты понимаешь, что счастливым тебя это все не делает. То есть ты свои потребности базовые закрыл, но есть еще что-то, чего тебе все равно будет не хватать. И это что-то, оно нематериально. Для меня созидательная деятельность, неважно, моя или чужая, является вот таким топливом, которое меня заряжает. И мне кажется, что как раз творчество, оно помогает людям смотреть на хорошее или хотя бы находить в какие-то тяжелые моменты какую-то опору в жизни. Когда ты узнаешь технологии производства фильмов, как, опять же, фильмы используют для внедрения в сознание людей каких-то определенных идей или рекламных образов, или стереотипов поведения, как вот визуальный и аудиоряд влияет на подсознание человека, ты уже совсем по-другому воспринимаешь эти художественные произведения, даже если это художественное произведение мастерски сделано с точки зрения сценария, режиссуры, операторской работы, актерской игры, то ты все равно подспудно думаешь: так, а что мне еще залить хотят, помимо вот этой формы художественной? О чем мне еще вот что-то такое хотят мимо моего сознания забросить в голову? То есть ты думаешь: ага, наверное, нужно смотреть фильм и быть начеку. Но потом ты думаешь: блин, если я смотрю фильм, зачем? Ну, я не хочу быть начеку, я хочу расслабиться и получить удовольствие. И вот эти две точки зрения не совпадают, и поэтому я подумал, что я, наверное, просто не буду смотреть фильмы. Буду получать просто текстовую или аудиоинформацию. Эффект от фильмов намного мощнее. То есть те эмоции, которые киноленты могут вызвать у меня, да и любого человека, который будет их смотреть, если это действительно талантливое произведение, там хочешь не хочешь, у тебя сформируется та эмоция, которую хотел получить создатель фильма. А кроме этой эмоции, он мог туда еще закинуть много всяких вещей, которые параллельно с этой эмоцией в твое сознание вольются и будут частью тебя. И в какой-то момент я понял, что некоторые вещи лучше не видеть, потому что развидеть ты их не сможешь. Вот это знание, что язык, родной язык, это основной вообще инструмент по жизни, пришло ко мне намного позже, благодаря моей жене.
который переводчик, знает несколько языков и с лингвистикой знакома не понаслышке. То есть благодаря ей я увидел, что в языке, в литературе, поэзии, в любой работе со словом там есть та же композиция, те же какие-то приемы. Ну, то есть есть точки соприкосновения с визуальным искусством. И это очень интересно и нужно мне и как художнику, и как автору там журнала, сайта или вообще человеку, который какие-то любые тексты, неважно, маленькие, большие, пишет, для того, чтобы грамотно формулировать свои мысли, упаковывать их так, чтобы людям было интересно их читать, и чтобы моя мысль не терялась в куче из пустых слов. Коллекционирование для меня — это тоже, в общем-то, часть моей творческой деятельности, несмотря на то, что, казалось бы, ты покупаешь работу у других художников, что ты творческого в этом производишь сам, но, во-первых, мне просто искренне интересно следить за тем, что делают художники, чье творчество мне нравится, и находить каких-то художников, чьи работы я еще не видел, и чьи работы меня заинтересуют, заинтригуют, и, возможно, я захочу их купить. Я уверен, что для молодых художников определенная мотивация, что есть человек, который к тебе пришел и говорит: я вот хочу тебе денег заплатить за твою работу, которую ты просто для себя сделал. Я думаю, что это имеет определенное влияние на творческих людей. Какой-то коллекционер купил мою работу, заплатил мне денег, и я из этого ресурса имею возможность часть денег дальше направить другим художникам, чтобы у них тоже была возможность развиваться, двигаться вперед. Мне кажется, это правильно и здорово. Не какой-то там новый iPhone себе купить, а купить работу художника или даже несколько работ художника. Они со временем точно будут иметь намного большее значение, чем железка с экраном, аккумулятором и процессором, которая тебе через 5 лет уже будет не нужна, ты купишь новую. На мой взгляд и по моему опыту, люди, которые опираются и на интуицию, и на логику, увереннее себя чувствуют в жизни. В каких-то ситуациях, когда нужно было решить, так поступить или иначе, в любой ситуации, неважно, она связана с творческой деятельностью, с личной жизнью, с какими-то просто отношениями с другими людьми, я всегда внутри чувствовал, как нужно правильно поступить. Даже если ты начинаешь логические какие-то цепочки выстраивать, все равно то решение, которое ты примешь, оказывается тем решением, которое ты просто почувствовал, что вот надо сделать именно так. А потом ты уже как бы логически это либо обосновал, либо даже если обосновал по-другому, то ты все равно понимаешь, что так не надо делать. Я не могу объяснить, как это работает, но если ты себе доверяешь и своим ощущениям, то они тебя не обманывают. Если мы задумываемся о том мире, который нас окружает, и что каждая материальная вещь спроектирована, придумана какими-то людьми. Весь мир материальный вокруг нас, вся человеческая культура — это работа огромного количества людей. Хотя большинство людей принимает это просто как должное. Вот вода из крана течет, она же всегда течет, всегда текла и будет течь. А на самом деле нет. За вот этой водой из крана стоит работа огромного количества людей, огромное количество труда и умственного, и физического людей, которые это проектировали, строили, поддерживали до нашего рождения и так далее. За каждой сферой деятельности стоит огромный труд, и в этом труде есть огромное количество интересных моментов, о которых можно узнать, удивиться, вдохновиться, впечатлиться и так далее. Нужно просто на это обратить внимание, или чтобы кто-то сказал: смотрите, здесь же просто кладезь всего интересного. Не обязательно этим по жизни заниматься, да, но хотя бы как минимум об этом узнать и задуматься, что очень много вещей в жизни интересных, сложных, мимо которых мы просто буквально каждый день ходим и воспринимаем это как данность. Еще со времен граффити-продакшенов, в которых я участвовал, когда собираются несколько парней и по очереди рисуют куски, потом объединяют их общим фоном. Вот с тех пор я вместе с другими художниками, наверное, ничего осознанно не делал.
потому что в какой-то момент это было весело, здорово. Но позже я понял, что это не очень продуктивно. Одни художники больше обращают внимание на качество своих работ, на продуманность общей композиции, фона, цветового решения. А кто-то просто приятно проводит время, и ему абсолютно все равно, что у вас там получится вместе. Я понял, что мне бы хотелось на 100% контролировать результат своей творческой деятельности. Поэтому каких-то совместных работ с другими художниками у меня давно не было, и в ближайшее время вряд ли, наверное, появится. С технологиями управления обществом и внедрения любых идей в массы, конечно же, их можно использовать и во благо, и во вред. Тут нельзя дать однозначный ответ, что вот это черное, это белое, это только плохо или это только хорошо. Вопрос в том, кто на самом деле стоит на самой вершине иерархии управления обществом, какие у этой группы или у этих групп людей цели. Если внимательно посмотреть на то общество, в котором мы живем, не только в нашей стране, но вообще в мире, какие у большинства людей ценности, чем они живут, что их интересует, какие они смотрят фильмы, какие у них интересы, на что они тратят время, деньги, силы, какие у них в жизни приоритеты, есть ли они вообще, или они живут просто по шаблону, и руководствуясь просто какими-то стереотипами, что нужно отучиться, работать, создать семью, быть хорошим человеком и достойно встретить старость. Либо все-таки мы в этой жизни для того, чтобы создать нечто большее, чем просто пройти вот эту игру на минималках, да, на уровне легкий. Мне кажется, что на сегодняшний день все-таки вот эти технологии управления обществом, они больше сказываются в негативном ключе. И я надеюсь, что со временем это поменяется, и люди начнут больше смотреть вглубь себя, нежели вовне, и меньше ориентироваться на то, как в обществе принято или как делает большинство, а все-таки думать своей головой и делать осознанный выбор, чем они занимаются, с какими людьми они общаются, какую еду они едят, из чего она сделана, какие у них привычки, на что они тратят свободное время. Мне кажется, что если людям показывать больше хороших созидательных примеров и рассказывать о врачах, инженерах, ученых, преподавателях, изобретателях, среди этих людей есть огромное количество очень достойных примеров для подражания. Если применить все вот эти технологии донесения созидательной информации до людей, то мне кажется, что наше общество станет лучше. Не деньги главная вещь в жизни и главная шкала, по которой мы друг друга оцениваем. Главное в оценке человека его внутреннее содержание, насколько он интересен, насколько интересно то, что он делает, или насколько необычно и ново то, что он делает, и как это может в лучшую сторону повлиять на людей.